Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Блогер уже снимают. Утро на природе — это, конечно, классно, когда ты спал в комфортабельном автодоме. Позади меня компания друзей, которые присоединились к нашему автопутешествию. У нас 10 человек, включая одного ребенка, 3 автодома, 1 микроавтобус и кот. А еще у нас 3 дня и неопределенный маршрут. Мы едем просто туда, где прогноз погоды лучше. Зима в Турции — штука очень непредсказуемая. А еще у моей 5-й точки есть четкое ощущение, что это путешествие будет с приключениями. И вот знаете, приключения реально случились. Но давайте перенесемся на день назад, когда мы только собирались и вообще ни о чем не подозревали. Так, котам мы оставили вот такую вот огромную гору еды. Я надеюсь, что им хватит. Ну что, сейчас будет жесть. Как впихнуть в 2 маленькие машины кучу народу и кучу вещей. Огромное количество вещей. Полностью загрузка, полностью. Ну что, котик, готов к путешествию? Мяу. Ой. Что упало? Что в этой сумке? Мы вчера загуляли, и сосед жаловался, угрожал, что позвонит в полицию. Ну, мы опередили и упаковываем его, увозим. Ищу место, куда спрятаться, чтобы никто не заметил, куда-то поехать. Это современное поколение уже тики-таки свои снимает. Мы будем им мазаться и делать друг другу массаж. Мне уже страшно с этими людьми ехать, господи. Уже такие разговоры на старте. Я надеюсь, он закроет. Лампочки обязательно. Багажник не открываем до Анталии. У нас не закрывается верхний багажник. Yes! Базово мы загрузились, но у нас еще один человек, которого мы должны сейчас в центре подобрать. И у нее тоже вещи, вероятнее всего в таком же объеме. Привет, Алена. Привет. Я папа Давай на YouTube. чистосердечное. Давайте я поясню, что происходит. 3 экипажа в составе 8 человек и 1 кота только что благодаря каким-то богам Тетриса уместились в 2 маленькие машины со всеми своими вещами, и сейчас мы едем из Алании в Анталию, где нужно перегрузиться в арендованные автодома и уже ехать в путешествие. 4-й экипаж — это 2 человека на микроавтобусе, нагонят нас вечером. Так, ну что, мы приехали забирать наши автодома, вот они позади меня стоят, мы сейчас уже перегружаем вещи. Есть, правда, один нюанс такой временной. Это то, что 2 автодома мы можем забрать здесь, а 3-й автодом почему-то нам сказали забирать на другом конце города. Окей, в принципе, нам в ту же сторону все равно выезжать, поэтому мы сейчас перегружаем вещи, оформляем документы, оплачиваем и уже выезжаем за город. Проблема появилась, откуда не ждали. Мы все приехали практически без налички. Ну как, с наличкой, но чуть-чуть. И рассчитывали, что можно расплатиться картой. Мы это предварительно узнавали. Девушка у нас вышла сразу же с терминала. И мы начинаем пикать картами все. То есть 3 каравана, 3 экипажа. И просто ничего не работает. И начинается вся эта перетурбация, кто кому что, у кого сколько денег есть, у кого доллары, у кого евро, у кого лиры.
Короче, это полный трэш. Мы здесь уже полчаса решаем, кто что кому перекидывает. В общем, не самая, конечно, приятная ситуация. Ну, ладно. Все уже просто есть хотят, все хотят. Кто-то хочет в туалет, кто-то уже убежал в туалет. Вот, но ладно. Будем знать, что на такие мероприятия надо все-таки сразу ехать с наличкой. Значит, ребята жалуются, что у них в автодоме нет горячей воды. Мы как бы посочувствовали им, потому что у нас вообще пока нет никакой воды. Оставайтесь с нами. Короче, выясняется, что те примочки, из-за которых автодома берут, практически не работают. И мы тратим драгоценные даже не минуты, часы на то, чтобы неработающие механизмы нам починили вот прям при нас. Трэш вообще. Капец. Если вам интересно, совокупное время, потраченное на получение автодомов, заняло более 3 часов. Поэтому давайте вместо процедуры починки душа я представлю наши экипажи. Мы наконец-то закончили получение и починку наших автомобилей. Это вообще какой-то трэш был полный. Но вроде бы сейчас все починили, все работает. Не без нюансов, конечно, но мы, по крайней мере, готовы ехать хотя бы уже в магазин, чтобы закупаться продуктами. Сюрприз-контент. Совокупный стаж вождения Стаса Юрьевича на механической коробке передач километров 400. То есть примерно последний раз, когда он долго водил коробку механику, это было в автошколе. Вот сейчас мы едем на механике. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. 5-я, 6-я, я думаю, нам не пригодятся. Я тоже надеюсь. Она едет. Хорошая новость в том, что мы забрали наши автодома, мы закупились продуктами, сделали это достаточно быстро. Плохая новость. Тем временем уже стемнело. Мы сейчас находимся в самом эпицентре пробок Анталии. Время вечер, все едут домой, а нам нужно выезжать из города. Еще и в темноте искать место. Это ужас. И вот так вот в темноте мы выцарапывались на огромных махинах из городских пробок в сторону Кемера, где по плану мы должны были остановиться в кемпинге на берегу. Мы приехали на локацию, где планировали заночевать, а тут все обнесено вот таким вот забором. И поворот, который был на Google картах, здесь его нету. Стоим сейчас, перетираем с ребятами. Решаем, куда мы поедем. Возможно, надо будет найти что-то пешком, поискать и вставать уже. Тот кемпинг мы не нашли, но нашли другой буквально в километре. Но тут начинаются первые приключения. Короче, пипец. Называется «На ровном месте ДТП» со столбом. Ну, блин, тоже додумались, ребята, если у вас кемперский лагерь, куда приезжают на больших грузовиках, там, на микроавтобусах. Нахрена делать такой узкий проезд? Там ребята еле втиснулись, но вот нам не повезло, там, не рассчитали немного габариты. Капец вообще.
Что там Столб как? надо там спилить, столб, и отогнуть руками. Тогда можно будет проехать. Он спилит? Мы спилим. Если вы думали, что Алена так пошутила, то нет, мы реально спилили столб. Только этим занялся сам хозяин кемпинга. Спасибо, мои дорогие. Я очень старался. Я очень хотел, чтобы это был никто из вас. Поэтому я взял эту ношу на себя. За машину не переживайте. Царапинка появилась, но по сравнению с другими вмятинами рядом, это пустяк, тем более, что машина полностью застрахована. Ну, а мы начали приготовление к праздничному ужину. Почему праздничному? Дело в том, что поездка приурочена к празднованию 33-летия Стаса Юрьевича. И вот как раз сейчас идут приготовления, декорации, ну и, собственно, начало ужина. Стас, подойди, пожалуйста. Чего хотел? Чего? Девочки, он здесь. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Stas, happy birthday to you. У меня есть виски. Я уже давно жду, когда мне кто-то нальет. В процессе выяснилось, что танцоры из нас лучше, чем повелители мангала, поэтому нам на помощь пришел сотрудник кемпинга, он же племянник хозяина, за что мы, конечно же, угостили его тем, что было готово в первую очередь, это глинтвейн. И дело, кстати, пошло гораздо быстрее. Мясо на столе с легкой руки нашего нового друга появилось уже через полчаса. По идее, на этом вечер бы и закончился. Но тут к нам присоединяется хозяин кемпинга, это тот самый, который забор пилил, и узнает, что мы тут не просто веселимся, а тут как бы день рождения происходит. И пару бокалов спустя мы уже в его доме, где тоже происходит какая-то вечеринка. С днем рождения вас! Я вас желаю высоко хорошего, счастья, удачи, любить, высоко-высоко здоровья. Люблю за вас. С днем рождения! Ура! Ура!
Короче, ночка была та еще, и половина из нас была в режиме зомби весь день. Кстати, про день. Проснулись мы уже когда расцвело и обнаружили, что наш кемпинг стоит в апельсиновом саду. И тут шастают курицы, павлины и даже индюки. Пока наши делегации раскачивались, кто-то уже ушел на море рыбачить. Благо, кемпинг расположен практически в первой линии. Еще локация оказалась прикольной тем, что вокруг какие-то кладбища кораблей. Пейзаж напоминает декорации к фильму «Кинзадза». После обеда мы готовы были выезжать. Мы сошлись на том, что мы едем в город Димрэ. Он находится в 100 километрах на запад, и по прогнозам там обещали солнечную погоду. Кстати, ни один забор в процессе выезда не пострадал. В Димрэ действительно было солнце, только мы его уже на закате застали. Недалеко от того места, где мы отплясывали, был симпатичный кемпинг, а напротив – рыбный ресторан. Поэтому общим собранием было решено парковаться там и ужинать рыбкой, и не заморачиваться с готовкой. А вот так прошел наш второй вечер. У костра, с вином, с котами и с собаками. Не, ну а как еще? Опухшие лица, а и кадр потом выйдет. Вот так вот. Вот такое вот доброе утро. Доброе утро. Трезвым спать в автодоме лучше. Очень важно при выборе места парковки вставать максимально ровно, потому что иначе все масло в сковородке сползает, и сама сковородка тоже может сползти с плиты. Кстати, можно подсдуть задние колеса, тогда она ровно. А это мой друг. Это мой друг. Нет, что-то не включается. Что сейчас будет? Друг, фен есть у тебя? Смотри-ка, у него укладка, Фен явно есть? у него есть фен. Он сказал, что есть фен. Хороший кемпинг у нас. Мы вечером не смогли это
толком заценить, но все достаточно гламурно. Я сейчас, кстати, иду в сторону туалета. Женский не работает, поэтому все ходят в мужской, но он большой. И хоть он выглядит страшненько, так под природу, внутри все достаточно современно. Здесь душевые. Ну, мужской туалет, понятное дело, что это писсуар. Это душевые. А вот здесь туалеты. И все выглядит очень прилично. Ну, здрасте, как обычно. Пошли смотреть дальше. Вот там наши караваны. Здесь у нас большая такая скала. Мы обратили внимание, что здесь, несмотря на то, что мы рядом с водой, здесь нету ветра вообще. Вот. И все засажено вот такими деревьями классными. Очень уютненько, красиво. А еще у этого кемпинга есть классный бонус. Во-первых, здесь есть Wi-Fi. А во-вторых, здесь есть розетки. И они рабочие, но минусы. Тут немножечко грязно. То есть вроде бы есть какие-то дизайнерские классные элементы, типа клумбы красивые или еще что-то в этом роде. Вот природные вот такие штуки есть. Но по факту это сопровождается вот таким небрежным отношением. От этого, конечно, впечатления немного портятся. В принципе, по инфраструктуре тут прям все очень прилично. И вплоть до того, что даже стоят сразу готовые разложенные палатки. То есть ты, как путешественник, можешь прийти и арендовать уже готовую палатку. То есть не надо ничего тащить с собой. Тут есть стулья, тут есть столы, Wi-Fi, можно воду купить, можно воду заправить. Вот там вот позади меня шланг с заправкой воды. Мы реально сейчас заправим наши автодома, потому что у нас закончилась вода. Я не знаю, чего тут нету. Тут, наверное, есть все. То есть, по сути, такой природный отель, но с современными удобствами. Слушайте, какая у нас корабельная тема прямо в этом автопутешествии. Прошлое место стоянки — это было кладбище кораблей. Текущее место стоянки — это хоронилище кораблей. Прикольно. Прямо интересно, что нас ждет на третьей стоянке. Интересно, насколько это надежная конструкция? Около каждого такого столбика воткнуты вот такие вот колышки сверху и снизу. И вот так вот весь этот кораблик стоит. У меня сейчас вопрос, а как они его сюда затащили? Кирилл, важный вопрос. Да. Как сюда на сушу попали эти корабли? Есть две версии. Первая версия, все считают, что те, кто построил пирамиду Хеопса, вот эти вот рабы давно умерли. На самом деле нет. Их всех перевезли сюда, в Турцию, в эту марину. Эти рабы могут каким-то образом поднимать эти кораблики и ставить на вот эти вот шпалы. Вот. А есть вторая версия, она более такая современная. Вот там вот есть просто прицепы такие на колесах. Вот. Кораблик просто поднимает краном, ставит на прицеп, привозит сюда. Тоже так же поднимает и просто подпорки ставит, и все готово. Но первая версия мне нравится больше. Вот как раз это тот самый прицеп, вот, на котором перевозят все эти лодки. Вот тут вот деревянное такое вот основание. И мешки с песком для того, чтобы лодочка не помялась, не поцарапалась. Так что, блин, нет здесь никаких рабов. Слушайте, классно вообще. Мы сейчас поднимемся на огромную вот эту вот лодку. Посмотрим, как ее как раз ремонтируют. Да, ее сейчас как раз фиксят. Хочешь, морально поддержу тебя.
Не, на самом деле тут кажется типа невысоко, а она очень высокая. Если у меня метр 80, и вот смотрите, как высоко по факту получается эта лодка стоит. Давай, Саш, мы в тебя верим. Ну, слушай, ради контента стоит это сделать. Слушай, что я только ради контента в своей жизни не делала? Может, уже хватит? Ну, пауков ты еще не ела, так что все впереди. Давай ты первый. Давай. Итак, бесстрашно лезет. Не, знаешь, на самом деле залезть очень легко. А вот когда мы будем спускаться, будет очень весело. Потому что тут еще надо как-то перелезть, когда залазишь. То есть не просто залазишь по лестнице, понимаешь? Вот ты залезла, и что дальше? А надо поставить посередине ножку, чтобы лестница не перевернулась. Закинуть ногу. Мне это хорошо, ноги у меня длинные. Вот, а на тобой я немножко посмеюсь. Черт возьми. Залезь до меня и дай мне камеру. Мама, я очень боюсь высоты. Зачем я сюда полезла? Мать моя женщина. Петицкое мясо. Ну что, Саш, осталось пару ступенек, и ты наверху. Я боюсь. Давай, мы верим в тебя. Давай, Саш, давай. Я не хочу это делать на самом деле. Не будешь залазить? Я ну не и все. хочу. Я тогда поснимаю, что ребята тут Снимай. делают. Вот так вот после каждого сезона все разбирают, чистят. Раба. Hello. И вот эту лодочку ремонтируют. Вот это вот как раз туристам никогда и не покажут. Представляете? Вот тут вот здоровенный мотор, который управляет вот этой вот всей лодочкой. А пока мой новый оператор снимал корабельный быт, на набережной внизу у нас один за другим происходили новые знакомства. Сначала мимо нас проплыли вот такие рогатые красавчики. Очень эпично. Не знаю, как у вас, а у меня в голове играет тема из «Пиратов Карибского моря». Потом на хлебной крошке приплыли утки с соседнего берега. А потом приплыли черепахи. Камера вряд ли передаст их размеры, но поверьте, они огромные. А вот тут, если приглядеться, можно увидеть, как черепаха точит нечто белое и плоское. И если наши глаза нас не обманули, то это что-то типа дохлого ската. Неплохая такая диета у морской черепашки. Встретили человека, который по Ликийской тропе один идет уже 2 недели. Ему еще неделя осталась. Макс зовут меня. 2 недели я здесь уже тусю. 35 лет. Ну вот я сегодня посчитал, где-то я 220 километров прошел за все время. Ну, немного на самом-то деле. Цель пробежать была в начале, а потом, когда пришел, тут столько людей, все кайфуют, все наслаждаются жизнью. Зачем куда-то торопиться? Вы слышали Макса? Все срочно в Турцию кайфовать и наслаждаться жизнью. А у нас обеденная рыбка на гриле и сборы. Перед новой остановкой мы планируем посетить древний город мира. И, кстати, наш новый знакомый тоже решил присоединиться к нам. Давайте 30 секунд истории и продолжим дальше. Мира – это такой хорошо сохранившийся античный город. Википедия говорит, что первые упоминания о городе были еще в V веке представляете, до нашей эры. Вот раньше хорошо строили. Хотя его несколько раз перестраивали, потому что, тут постоянные землетрясения. Тут и ликийские гробницы, в которые мы, естественно, уже залезли, и громадный амфитеатр на 10 тысяч зрителей. Представляете, какие масштабы? И, естественно, это крутая фотолокация, причем даже в пасмурную погоду. Вот это вот места для обычных людей, а здесь у нас випочки. Пошел дождь, но нам, в принципе, пофиг на это, потому что через минут 10 мы сядем в комфортные автодома и спокойно поедем на новую стоянку. Уже слабоумие отвага не работает, уже пошел сильный ливень, и нам пора возвращаться.
Холодно. С Максом мы на этом прощаемся, а сами двигаем на новую стоянку, на этот раз в городе Чиралы. Так, мы приехали. Пока приехали только мы со Стасом Юрьевичем. Остальные караваны, один там на дороге застрял. Ему перегородили дорогу, они ждут, когда расчистят. Двое других опаздывают. Но ничего, они успевают приехать засветло. Место мы уже осмотрели, оно клевое. Не хуже, чем предыдущее. Вот. И сегодня у нас будет финальная часть нашего уикенда и мини-отпуска по случаю дня рождения Стаса Юрьевича. То есть сегодня мы его финально будем поздравлять. А я между тем вышла на море. Боже мой, здесь офигенно просто вообще. Класс. Город Чиралы, а вернее деревушка, это такое уединенное место в национальном парке. Поэтому тут нет отелей а-ля all-inclusive, только мини-гостиницы и уютные рестораны. Тем временем с парковкой в кемпинге снова возникли проблемки. Там большое количество деревьев, и одно из них воткнулось нам в бок. Да-да, в тот же самый бок, который мы 2 дня назад посадили на забор. Но в случае с деревом ветку можно отогнуть и спокойно проехать на свое место. Я прям предвкушаю срач в комментариях насчет наших навыков вождения. Но знаете что? Попробуйте сами сесть за такую махину и развернуть ее в саду с деревьями. Ладно, пока ребята паркуются и пока не начался сильный дождь, я покажу вам лагерь и его удобства. Мы уже там встали, как вы видите, тут есть столики, лампы, вот такая вот замечательная качель, гамак. Там еще где-то были качели, и мы снова в апельсиновом саду. Черт, дождь сильнее идет. Вот, апельсиновый сад. Прямо у нас тут. Тут где-то еще носились петухи, они сидели прямо на деревьях. А-ля как попугаи. И где-то были гуси. Но сейчас я их не вижу. У нас тут есть душ-туалет. Здесь вот душевые кабины. Посетителей сейчас немного, поэтому они грязные. Но нам сказали, что их сейчас прям помоют. И вот такие вот душевые здесь. В принципе, все чисто. Традиционно. И туалет. Туалет тоже сказали, сейчас помоют, но, по-моему, его уже помыли, он чистый. С ним все хорошо. Вот как-то так. Сегодня мы здесь. Кемпинг, конечно, был уютным, но сильный ливень вынудил нас пойти в ресторан на берегу, где наша делегация буквально захватила открытый камин в центре зала, чтобы прогреть кости. Сейчас я буду договариваться насчет того, чтобы Стасу Юрьевичу сделать сюрприз. Мы его сделаем. That's okay, don't worry. Я не знаю, есть ли у них торт. Сейчас буду спрашивать. Ну, в общем, если что, мы во что-нибудь натыкаем свечи в любое, хоть в кусок курицы. В принципе, без разницы. Главное же внимание. И единственное сладкое, что нашлось в ресторане, это 4 куска свежей пахлавы, в которые мы натыкали 8 свечей. И не важно, что имениннику 33. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Stas. Happy birthday to you. Просидели мы так до самого закрытия и продолжили уже под навесами наших автодомов, вспоминая самые крутые моменты этого путешествия. А что, классно, да, оказаться в дождь-то, в неожиданном месте? Мы успели намокнуть, мы успели почти искупаться. Это здорово, просыпаться каждый день в новом месте. Мы успели посмеяться, повеселиться. В общем, это был самый лучший день рождения. Холодно, мокро и весело.
I never thought that anyone would find the time to get in my mind, but you the one that figured it out. It's crazy how people coming around and claim they holding you down, but you the one that figured it out. I don't understand what happened when you came from different angles. You became my angel. You the one that figured it out. I never thought that anyone would find the time to get in my mind, but you the one that figured it out. It's crazy how people coming around and claim they holding you down, but you the one that figured it out. I don't understand what happened